Всем привет! Сегодня мы разберем тему мастей, а это изабелловая масть, то, как их называют за рубежом. Мы также поговорим о доминантном белом цвете лошадей, ведь именно эти лошади имеют генетический сбой. Как пегих лошадей путают с изабелловыми. Также мы разберем тему альбинос и раскроем все мифы и существование альбиносов. Вы всегда можете остановить видео и почитать всю информацию, которую я приготовила для вас, все статьи, так на русском, так и на английском. Итак, начнем мы с альбиносов. Существуют ли лошади-альбиносы? Как ни странно, ни одна лошадь, еще раз, не была зарегистрирована. Давайте же разберем, кто такие альбиносы в животном мире. Альбиносы – это животные, которые не имеют пигмента, то есть белая шерсть, розовая кожа, красные глаза. Поэтому не путайте настоящих альбиносов с мастями, названием, которые могут вас запутать. В Европе изабелловую масть называют альбино, но не потому, что это лошади-альбиносы, а потому что это масть. Это просто название цвета и никак не больше. К альбинизму она никак не относится. Но чтобы не путать людей, многие переходят именно на зарубежное название мастей. Это перлина, кремела. И теперь про изабелловых лошадей. У нас есть 3 масти: перлина, кремела и смоки крим. В России же таких лошадей просто называют изабелловая. Давайте посмотрим и разберем эти 3 масти. Каспер зарегистрирован как перлина. Перлина от слова pearl. Pearl – это жемчуг. Как различить, перлина это или кремела? Если вы не хотите делать генетический тест и узнавать, какая же у вас именно масть, это не так уж и сложно различить. У перлина лошадей грива и хвост всегда с оттенком желтого, и это очень хорошо видно на фоне этих 2 мастей. Кремела – эти лошади с белой гривой, то есть они в основном не имеют желтый оттенок, и грива и хвост всегда белые. Насчет смоки крим, эти лошади имеют немного дымчатый оттенок шерсти и встречаются реже остальных. Давайте про генетику. Если вы хотите получить изабелловый окрас, это возможно только при введении доминантного гена крим, то есть крем. Он отвечает за кремовый оттенок. Если вы хотите получить потомство кремела, перлина или смоки крим, то вам недостаточно иметь один ген крема. Вам нужно иметь их 2. Что это значит? Что один из родителей может быть носителем, а это у нас буланная, паламина и пепельно-вороной. Да, она не выглядит изабелловой, но она несет в себе ген крем. Также вы выбираете уже перлина, кремела или смоки крим как второго родителя, если вы хотите получить стопроцентный результат и стопроцентное потомство изабелловых жеребят. Вы также можете взять 2 носителя родителя, к примеру, 2 буланые лошади, и у вас есть шанс, что жеребенок родится изабелловой масти, так как, к примеру, у Каспера. Если мы вернемся к альбинизму, у альбиносов никогда не будут голубых глаз, так как у них отсутствует пигмент, и именно изабелловые лошади имеют голубые глаза. Также, если мы посмотрим на Каспера, мы четко видим, что его шерсть имеет маленькие яблоки, что, опять же, говорит о том, что альбинизма в нем нет и не может быть, так как ни одна лошадь, еще раз, не была зарегистрирована. Также изабелловую масть путают с пегими лошадьми, так как пеги и лошади бывают разные. Из-за того, что пеги и лошади имеют пятна разного размера, иногда они настолько маленькие, что морда лошади выглядит как изабелловая, но при этом они имеют и другие пятна на теле, что не делает их изабелловыми лошадьми. И еще одна масть, которую путают с изабелловой, это шампанское. Да, они очень похожи на изабелловых лошадей, но ими не являются. Даже при том, что жеребята рождаются с голубыми глазами, но с годами глаза становятся темными или янтарного цвета. И давайте перейдем к самому интересному. Это масть, которая имеет генетический сбой, доминантный белый, то есть dominant white. Эти лошади имеют генетический сбой, и они очень редкие.
Чтобы различить эту лошадь, помимо генетического теста, мы, очевидно, видим, что глаза у этой лошади, они всегда темные, и шерсть у этих лошадей белая, как слоновая кость. У них нет никакого оттенка, все тело покрыто белой шерстью. Единственное различие между альбиносом и доминантным белым – это то, что у альбиносов отсутствует меланин, а у доминантного белого отсутствуют мелатоциты. При этом эта лошадь тоже не имеет альбинизм, но некоторые люди тоже путают и называют этих лошадей альбиносами. Также еще хотела бы поделиться с одним мифом, то что ворона намного сильнее и живет дольше всех остальных лошадей. Конечно же, это неправда, так как масть лошади никогда не отвечает, какое здоровье будет у вашей лошади. Это не доказано, и будет очень глупо верить этому мифу. Ведь все индивидуально и зависит именно от вашей лошади, от ваших условий содержания. Я очень старалась сделать это видео полезным и понятным для всех. Я надеюсь, что вы узнали что-то новое из этого материала. И спасибо за просмотр.